Приветствую на нашем канале «Ферма для себя». И сегодня я покажу вам наш дом. Мы с женой приехали в пятницу, и это было реально выживание, потому что выезжали из города, было -7, и подбираясь к нашей деревне, уже становилось -20. Пришлось все расчищать в спешке в темноте, растапливать дом. Пойдем, покажем. Отсюда у нас начинается участок. Кстати, участок мы показывали в предыдущем видео, в конце оставлю ссылочку, если хотите, посмотрите. Это летняя кухня, и вот наш дом. Он покрыт диким виноградом, который летом и осенью очень красиво смотрится. Мы когда приезжали сюда, смотрели этот дом в первый раз, то нам очень понравилось, все в таких лианах, красиво. Но, как оказалось, виноград разрушает строение. Когда мы поднимемся с вами на чердак, я вам обязательно покажу, к чему это все приводит. Поэтому мы в дальнейшем будем его срезать. Очень жалко, но что поделать. Это летняя кухня, мы в нее обязательно сегодня зайдем, потому что там связана история с добычей воды. Предлагаю пройти сначала на чердак. Там все самое интересное. Пойдемте. Здесь отдельная лестница на второй этаж. И в доме нету, вот как обычно, лестницы. Вход только с улицы. Тут всякие у нас штуки валяются, остались от прежних хозяев. Я когда первый раз смотрел это, то я удивился. Это просто проволока на стене с картонкой, а получилось как будто женщина. Владелец хранил пчел зимой, и все пчеловодное осталось здесь, по большей части. Старая елочка. Смотри. 79-й год. Еще целая, кстати. Вообще не тронутая. Новая, абсолютно с завода. Всякие коробки. Это от фильтра. Бидончик, смотри-ка. Такой в детстве был бидончик. Когда маленькие в деревне ездили, то ходили за ягодами с такими. Может, у кого-то тоже были. Что в пакете? Новый год. Блин, запутался. Какая-то банка с гвоздями. Вот люди с советского времени, они всегда гвозди хранят столетиями. О, игрушки советские, смотри. Наверное, все помнят такие. Ну, вот этот Дед Мороз, это уже новенький, с каким-то глазом. Но тут есть и старый, вот, это вообще древняя. Пионер, она еще с флажком. Сейчас покажем. Прикольно раньше делали. Во, вот эти тоже я помню. Помнишь такие? У нас много таких было. Да, их раз... Ну им все. Этим уже капец. Какая-то треугольная банка из-под чая. Что такое? Миска. Так, тут у нас комбайн. Всякие штуки. Что с ними делать? Если комбайна уже нет, то можно апельсины чистить. Да? Что тут у нас из приданного осталось? Коробка от ноутбука, которая никому не нужна, пустая. Есть плакат Эдита Пьеха. Ну и то, что я говорил, это рамки всякие. Что с ними делать, пока не ясно. Мы пчелами не собираемся пока что заниматься. Тут раз, два, три, четыре, куча рамок. Там еще плакат, походу. О, еще одна. У нас теперь 2 пьехи. Тоже всякие штуки лежат. Блин. Сейчас я все починю. Всякие штуки. Это все медовое что-то. Если кому-то надо, пишите. Коктейль Молотова. Перевозить пчел. Тут 2 таких штуки, они как это сито. Такая нормальная штуковина. Муку просеивать. А вот и виноград. Добро пожаловать, блин. Вот он всю крышу может раздолбать. Средство осталось фомка. Пригодится, я думаю. Тут какие-то антенны от телевизора, наверное, проводили поначалу.
Везде вот такие штуки растут, как будто джунгли. Во. Нормально. Веревка такая. Это не веревка, это виноград. Тут какая-то железная посуда. Бутылочница. Фиг поймешь. В планах зашить вот эту стенку и, ну, по кругу сделать пол и потолок, и все утеплить. А вот эту часть сделать как кладовку. Корзина для белья. Вот это нам пригодится. Она, кстати, новая как будто бы. Вот, придется, конечно, прорезать дырку вниз, чтобы через дом подниматься. Да, мы уберем дверь и поставим окно. Тут куча мешков, всякие штуки, чемоданы, валенки, всякий хлам. И куча коробок от техники. Пока что их выкидывать не будем, вдруг пригодятся. Что тут еще? Тут все в пьехах, что ли? Вот такой у нас чердак. Получается, он небольшой, не маленький, но куча окошек. И есть что поделать. Сейчас я покажу, как мы добываем воду. Это летняя кухня. Пойдемте. Здесь такая маленькая кухонька сооружена. Но она только для лета, потому что здесь очень холодно. Здесь комната отдыха. Тут можно посидеть, попить чайку всей компанией. Вот, и здесь у нас скважина расположена прямо в комнате отдыха. Мы тут включаем в розетку, и насос качает. Так как у прежних владельцев все было заточено под лето, то зимой это ничего не работает. Ну и настало время самого домика. Приглашаю. Веранда у нас большая, но, правда, деревянная. Тут есть кое-какие проблемы, но я думаю, мы их решим. Я хочу сделать ее из пенобетона. Эта часть будет котельня и вход отдельный, чтобы дрова не ляпали. Это было бы здорово. Настало время самого дома. Здесь у нас коридорчик. Здесь отдельная комната, одна. Здесь туалет, а сюда кухня и еще одна комната, проход через кухню. Все, больше в доме ничего нет. Туалет. Вот такой туалет. Здесь тоже очень холодно. Туалет со сливом, но воды нету, потому что, как я говорил, все у них это было под лето, и водопровод зимой не работает. Это просто шланги, кинутые по земле. Поэтому мы с комнаты отдыха таскаем воду в ведрах, но сливает канализация, все работает. Вот такой туалет. Хочется его тоже снести. Это жилая комната. Там даже 2 жилых комнаты, где мы и обитаем. Люцик. Нас тут не прибрано, потому что мы тут пытаемся выжить в минус 20. Стол, окошко. Комнатка небольшая, метров 15, но зато шикарные виды. Пока что это кухня, но мы кухню в ту комнату хотим переместить. Тут у нас самое теплое место, потому что есть печка. Сейчас я закрою дверь. Люцик, ты там остаешься? Ну, оставайся. Эти несколько дней мы топились от печки, и я еще поставил вот такой инфракрасный обогреватель. Но он, если честно, не справляется в одиночку, а с печкой, когда грев, он помогает. Прежние владельцы довольно-таки это все в чистоте держали. Все в вагоночке. Очень крепкий пол. Ничего не прыгает, не гуляет ходуном, как в квартире. И потолки высоченные. Сейчас покажем 3-ю комнату. Там у прежнего хозяина был кабинет. Мы добираемся до последней комнаты. Там осталась куча вещей от прежних хозяев. Здесь прежний хозяин
работал. Это что-то вроде кабинета, да. Тут всякие штуки. Нам остался в подарок гимнастический мяч. И к нему насос. Это намек. Еще есть какое-то радио Витек. Ага, 3 радио. Слушай, ну тоже неплохо. Тут всякие штуки, спички, крепки. Есть комплекты ключей. Очень много ключей. Есть такая штука, которую я хотел показать. Очень похожа на головку сыра. Но мы почитали в интернете. Это, оказывается, автоматический огнетушитель. Если случается пожар, его надо кинуть в огонь. Мне кажется, вещь полезная. Может быть, даже парочку штук мы еще прикупим, чтобы в каждой комнате держать, потому что удобно. Вот, здесь у нас аптечка, что тоже неплохо. Она, конечно, старая, но, в принципе, первую помощь можно оказать. И книги. Кстати, вот градусник тут в минус вообще в полный ушло. Вот, здесь всякие штуки есть. Фильтры от аквафора. Тоже что полезно. Мишка. Еще СССРовский. Вот это бычок. Прикольный. Вот это, допустим, крачка какая-то. Или чайка. Здорово смотрится. Хисари. Из Болгарии. Нам осталось наследство бумага. Целых 2 упаковки. Комментарий к законодательству о труде. Устав профессиональных союзов СССР. Есть такая куртка. Даже не знаю. Не ходить. Тут ничего. Очень удобная вещь. Вот если чаек надо закипятить по-быстрому, раз. Главное, чтобы электричество было. Есть весь Петербург от 95-го года. Я помню эти журналы. О, еще что-то. Вот это стримаяк. Переменно. Правильно показывает. Цена 75 копеек. Вот это какая-то прибор живица. Если кто-то знает, вот напишите. Я вот не нашел, что это такое. Что он делает? Выключить. Бомба. Какой-то электролиз. Это пустое. У нас теперь есть в хозяйстве от принтера картридж. Да, есть. А, еще вот здесь какие-то ящички. Может, что-то есть? Нет, тут нету. Вроде бы оно и не нужно, а вроде бы и какие-то вещи можно использовать. Мы эту комнату планируем переделывать под кухню. В планах разобрать эту мебель. Вот мне посоветовали всякие вот стеночки. Допустим, шкаф не выкидывать, не сжигать, а оставить под опалубку. Если придется заливать бетон, то она пригодится. Вещей не так много, но многие могут пригодиться. Этими можно подтопить. Спасибо хозяевам, что ставили нам какие-то вещи очень полезные. Допустим, холодильники нужны. Тот же огнетушитель нужен, аптечка. Это все нам поможет. На этом обзор дома окончен. Спасибо за внимание. И подписывайтесь обязательно. Если не видели обзор участка, то ссылку я вам оставлю. Посмотрите, это интересно. Посмотрите, какой он. Пока.